Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию ролик о моем собственном личном опыте коллекционирования 1961 года, основываясь на книге Владимира Засько, вот этой, которая перед вами, «Бумажный рубль 1961». Книга, которая в свое время, когда она вышла в 2011 году, произвела просто фурор, я бы не побоюсь слова, так выразиться, среди заинтересованных лиц, потому что предыдущие каталоги, это прежде всего, наверное, Денисов, были, скажем так, не настолько полными, как вот это исследование, как результаты вот этого исследования. Вот у меня книга, самое первое издание 2011 года, насколько я знаю, но потом выдержала еще 2 издания в последующие годы. И это книга, которую в свое время автор, вот как видите, посвятил, не знаю, приурочил к 50-летию денежной реформы 1961 года. Книга состоит из 2 частей. Вначале он дает полное, достаточно подробное описание предпосылок и проведения самой реформы 1961 года, переход от билетов 47-го, образца 47-го года на, соответственно, 61-й и соответствующие деноминации. Вот. Какие-то законодательные акты, официальные объявления в сберкассах. То есть достаточно полно все аспекты освещены. Очень здорово, очень интересно читать. Просто действительно читается на одном дыхании. Этот текст о реформе, потом он дает описание разных технических аспектов, способов производства, разные бумаги, самого обмена, вот описание билетов, то есть все аспекты, вот они, все 7 номиналов 1961 года, новых образцов, нового выпуска на тот момент, литерные серии первого типа и второго типа шрифты, дает описание, вернее, информацию по годам печати соответствующих диапазонов серий, дает информацию о стартовых сериях, то есть всестороннее, просто потрясающее исследование, которое по-другому позволило взглянуть на билеты образца 1961 года, как раньше было, если так, 7 банкнот, грубо говоря, закрывали эту тему в коллекции, плюс-минус, кто-то собирал, может быть, по серии, по вариантам, большая-большая, большая-малая и так далее. После этой книги, я думаю, что огромный всплеск интереса возник на рынке у коллекционеров. Ровно как и у меня, я сам через это прошел, и с учетом своей специфики собирательства тоже принялся в этом участвовать. Потому что у меня до этого лежало 7 пар. Не знаю, кто-то, может быть, смотрел предыдущие ролики или нет. Особенность моего собирательства в том, что Россию и СССР по возможности я стараюсь собирать парами с номерами подряд. И, соответственно, на тот момент, грубо говоря, в 2010 году, может быть, в 2011 году у меня лежало 7 пар, рубль, 3, 5, 10, 25, 50, 100, и все. На этом эта тема как бы была для меня закрыта. А в 2011 году, например, заиграла новыми красками, появилось желание, собственно, поработать с этим каталогом, попробовать собрать так. Тем более, что автор нашел второй тип, или описал, скажем так, официально и детально второй вид клише на 1 рубле с так называемой колючкой. Описал разные стартовые серии, стартовые типы бумаг и так далее. В общем, такая вот книга. Рубль у меня здесь в качестве закладки лежит. Видите, я так хорошо работал с этим каталогом. Какие-то пометки у меня здесь. Наверное, я, может быть, буду останавливаться на каждом номинале дальше. Давайте посмотрим, как это выглядит у меня в альбоме. Если говорить об 1 рубле, вот эта табличка, которая идет здесь. И стартовая серия большая-большая. И следующая, вторая серия, второй выпуск, неправильно сказал, второй выпуск большая-малая на бумаге 1-го типа. Потом последующие на бумаге 2-го типа. И потом у нас идут с вами вместо металлографии офсетная печать. То есть первые банкноты до 89 года, по-моему, не печатались
металлография и орловская печать. А последние выпуски, вот последние 4 выпуска, на самом деле 2 выпуска, просто разные варианты дорожек водяного знака, вот этих звездочек, они уже печатались офсет, лицевая оборотная стороны. Я здесь открыл на 5 рублях. Давайте откроем 61 год с самого начала, как он выглядит у меня в альбоме. Вот первая часть. По оформлению 2 слова скажу. Я начинал, вот, думал как бы для себя, когда еще раскладывал, думал, что будет интересно дать описание. Ну, можно было распечатать, можно было, ну, вот, я сделал такие наклейки, но на самом деле испортил листы, конечно, такого матового скотча, и писал от руки, что это там. Какие-то детали. Стартовая серия, диапазон, номер по Засько и так далее. Но потом мне стало не очень интересно, перестал это делать. Ну, как бы вот как лежало, так и осталось лежать. И здесь у нас с вами, если мы вернемся к книге, здесь рядом положу. Собственно, так вот они последовательно идут. Большая-большая стартовая серия. Первая серия тоже на это большая-малая. Ну, здесь, собственно, что комментировать. Всего Засько выделяет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 серий, 15 как бы вариантов этого знака, еще с учетом разновидностей по дорожкам и с разновидностью вот с этой, с той самой пресловутой колючкой. Колючка, вот она, не знаю, подымать, не подымать. Вот она, вот здесь вот видна. Здесь вот, допустим, ее нет, но явно видно, то есть разные клише знака. Здесь пропуска нет, просто чтобы закончить красиво 1 рубль. Это выпуски 87-го, 90-го и 90-го года. Так, чтобы они все единообразно лежали. Я здесь сделал небольшой пропуск. Думал, маленькую табличку, может быть, распечатать, но так руки не дошли до этого. Вот так выглядит 1 рубль у меня. Естественно, ну, как, наверное, понятно, что каждая строка это 2 рубля, а соседние из корешка, с пары с номерами подряд, как я обычно это и собираю. Да, 2 слова скажу, что параллельно у меня лежит 91 год в альбоме, и вот по вот этому номиналу, с которого, собственно, началось мое увлечение парами с номерами подряд, вот так, давайте найдем. Вот с этой вот пары я как-то стал подбирать, ну, неспешно совершенно и по мере возможности. Там, видишь, если у продавца вдогонку, то в добавление к основной покупке, если есть корешок с вот этих рублей 91 года, я старался класть, подбирать разные серии прям по порядку. АА, АВ, АО, видите, на А серии тоже А идет. Б только 1 пара у меня, В 2 пары. Е достаточно много, видите, ну, здесь не очень интересно, все однотипно, просто прокомментирую, да, вот З, еще З, та самая пара, с которой у меня все началось еще в самом детстве. И вот так это выглядит. 61-91 год, 1 рубль. Отдельно у меня лежит, здесь не удивляйтесь, была такая идея у меня подобрать банкноты стилистически похожие на 1 рубль 61 года. Я думал, может быть, в рамку как-то оформить. Ну, тоже руки не дошли. Купил пары. Тугрик, Лев и, соответственно, рубль Таджикистана, которые, видите, композиционная лицевая сторона у всех очень похожа. Вот Лев чуть-чуть по цветовой гамме выбивается, но по сути вот это одно и то же. Еще 1 рубль 91 года. Я думал, будет так красиво положить их рядом. Так вот, теперь они здесь и лежат. Вот. Ну, это совсем-совсем в сторону от основной темы. Не будем останавливаться. 3 рубля. 3 рубля у Владимира в каталоге
Табличка выглядит вот таким образом. То есть стартовая серия большая-большая. У меня это АВ серия. И потом еще у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вариантов банкноты. Здесь я их уже кладу отдельно, видите. Если так вот показать, 55, 56, 49, 50, ну и так далее. С пары я разложил отдельно. 4. Здесь 5, 6, 5, 6, последние выпуски. АН, такая красивая, да, во втором типе шрифта. И 3 рубля уже 91 года. 5 рублей. 5 рублей таблица, вот она, перед вами. И вот мои банкноты. Ну, акцент на стартовых сериях обычно делается АЛ. У меня стартовая серия. 4, также 5, 6. И 91 год я положил как-то тоже достаточно просто. Белая бумага и серая бумага. Прям здесь очевидна разница, я думаю, даже на глаз. Дальше идет более интересная тема 10 рублей. Здесь даже дополнительный материал у нас присутствует, как я люблю. Это барельеф Ленина, тот же самый, который, ну или очень близкое изображение с 10 рублей на марках. Ну, здесь комментировать излишне, наверное. И здесь, конечно, была самая сложная тема для меня, особенно поначалу, когда мы приходим к собирательству 61 года, мы неизменно сталкиваемся вот с этой темой 10.2b, серия ТМ, то есть выделяется один выпуск, который отличается от выпуска большая-малая, с литерами первого типа, но с ультрафиолетовой печатью 10 рублей. Самая редкая серия и самый редкий вариант банкноты. Почему он редкий? Потому что только одна серия была найдена, обнаружена, серия ТМ, которая, собственно, обладала вот этим признаком. Наверное, еще в будущем предстоит разобраться, почему так получилось, почему это так вышло, потому что дальше уже проблем с ультрафиолетовой печатью, нет, да, вот одна серия, она вклинилась, ТМ, большая-малая, в стройный ряд последовательных выпусков. И, конечно, я не планировал, не ожидал, не верил, что можно будет найти и когда-нибудь закрыть эту тему парой с номерами подряд. То есть эти, во-первых, сами банкноты сами по себе достаточно дорого стоят, а тут еще найти вансы или в близком состоянии, и еще и пару из корешка из одного, крайне сложно. Поэтому я не очень в это верил, но чудо произошло, и я эту тему для себя закрыл. Вот, можно сказать, можно с гордостью показывать вот эта вот тема, вот эта пара. Наверное, она стоит, не знаю, может, цены рухнут, но я сейчас не отслеживал их особо, но, скажем так, когда я покупал некоторое время назад, можно смело говорить, что эта пара стоит как весь остальной 61 год, или близко к тому, вместе взятый, включая стартовые серии. Может, я чуть-чуть преувеличиваю, конечно, но дорого. Вот. Дальше все гораздо проще. Еще марок, еще червонцев. Особо комментировать здесь, наверное, неинтересно. Просто посмотрите, как лежит в альбоме. То же самое на 10 рублях 91 года. У меня белая бумага и серая бумага. Тоже очень хорошо видна разница. Дальше у нас с вами идут 25 рублей. Здесь очень явно выражено на банкнотах первого типа такой фиолетовый цвет бумаги. На банкнотах первого выпуска, стартовые, первого выпуска. Стартовая серия у меня АМ. Естественно, это все пара с номерами подряд. Вот так вот это. Так, если видно. 69-70.
И цвет бумаги сильно отличается. Вот это такой XF, наверное, такой, но это мои личные изыскания и поиски. Не купить не у дилера, а просто у продавца, который распродает корешок. Как-то я купил и не поменял. Вот, видите, здесь уголок замят. Ну, не знаю, насколько это видно. И вот это вот эти две позиции. Ну, как-то собственные поиски гораздо сложнее, да, и много ошибок можно ненужного купить, не в правильном состоянии, поэтому я потом это оставил, покупал только уже у профессиональных дилеров, где ты гарантированно знаешь, что получишь необходимое качество. Соответственно, здесь разные варианты. Ультрафиолетовая печать, вот это желтая и зеленая, и даже корешок от 25 рублей, вернее, упаковка корешка. Ну, с упаковками, наверное, гораздо не так тяжело, но сложнее гораздо, чем современные ходячки, конечно. 50 рублей. 50 рублей всего два варианта. Вот они. Такая не очень большая табличка. Два варианта бумаги. Бумага первого типа, бумага второго типа. Бумага первого типа, видите, у меня вообще не то чтобы стартовая серия, а серия АА. Удалось купить, очень круто. Я тоже этим очень доволен. Дальше 91 и даже 92 год. Дизайн тот же самый, но есть особенности. Здесь останавливаться особенно не буду. Так, все это понятно. И единственная позиция, которую я до сих пор не закрыл, как-то пропустил, прошла она мимо меня, это 100 рублей 61 года, первого выпуска. В тот момент, когда распродавались части корешков, была возможность купить, но как-то я упустил этот момент. Сейчас вот уже долгое время не вижу в продаже первого выпуска, то есть бумаги первого типа. Все остальное, ну, на самом деле это все один вариант, да. Ну, салатового цвета розетка и желтого цвета розетка. Это такие темы очень дискуссионные, которые вот я себе купил. Но это не то, что как бы желтая должна быть вот здесь розетка, конечно. Дальше салатовая, а здесь это уже я почти на 99% уверен, что и то, что у меня лежит, это уже творчество людей, которые как-то обрабатывали бумагу. Мне было интересно купить, просто посмотреть вживую. И здесь я абсолютно уверен, что это поздняя серия В. И это какая-то химия, это воздействие химии. Видите, вот здесь вот на элементах орловской печати вместо салатового, вместо зеленого такой желтый цвет. И здесь, соответственно, на розетке. Вот, получается, по 61 году я на текущий момент собрал все по Засько, всю классификацию, ходячки, без, естественно, образцов там и каких-либо браков, кроме первого выпуска 100 рублей. Давайте закончим 91 годом. Здесь у нас с вами 91 год с водяным знаком Ленин и два варианта второго выпуска с оборотной стороны напечатанной металлографской печатью. Я все там. Вот, ну еще Таджикистан в том же дизайне тоже положил. Вот, на этом, наверное, можно заканчивать. Так выглядит 61 год, ну чуть-чуть 91 года, который я собрал по вот этой книжке Владимира Засько. Огромное удовольствие она мне доставила и с точки зрения прочтений, с точки зрения работы с ней в рамках собирательства. Спасибо вам большое, что посмотрели. Всего доброго. Увидимся.